Привет! Хотелось бы поговорить на такую тему, как освободительная революция. Освободительная революция представляла собой государственный переворот, завершивший второй президентский срок Хуана Перона в Аргентине 16 сентября 1955 года. Президент Перон был впервые избран в 1946 году. В 1949 году конституционная поправка, поддержанная перонизмом, ввела ряд прав и возможность переизбрания президента. Перон был переизбран в 1951 году. В то время его администрация широко пользовалась поддержкой профсоюзов, военных и католической церкви. Однако экономические проблемы, политика правительства и, собственно, культ личности Перона изменили эту ситуацию. Оппозиция критиковала Перона за преследование диссидентов. Писатели, художники и другие представители интеллигенции подвергались преследованиям, а иногда и изгнанию. Отношения правительства с католической церковью также ухудшились. По мере того, как церковь все больше отдалялась от Перона, правительство, которое сначала уважало привилегии церкви, теперь отняло их в явно конфронтационной манере. К 1954 году католическое духовенство открыто выступало против перонизма, что оказало влияние на некоторые фракции военных. К 1955 году Перон потерял поддержку значительной части военных, которые вступили в сговор с другими членами политических групп. В разных частях страны происходили беспорядки, происходила антиправительственная демонстрация. Шестнадцатого июня 1955 года ВМС и ВВС Аргентины осуществили бомбардировку Пласа де Майо, главную площадь Буэнос-Айреса, убив более 300 мирных жителей и ранив еще сотни. Эта атака и по сей день остается крупнейшей воздушной бомбардировкой, когда-либо осуществленной на материковой части Аргентины. Бомбежка была нацелена на дворец Касса-Росада, официальное место пребывания правительства, поскольку там собралась большая толпа, выражавшая поддержку президенту Хуану Перону. 16 сентября новое восстание, возглавляемое генералом Эдуардо Ланарди, генералом Педро Ихуэньо Арамбуру и адмиралом Исааком Рохасом, свергло Перона и создало временное правительство. В течение нескольких дней шли бои. Понимая, что страна находится на грани гражданской войны, Перон подал в отставку и попросил убежище в Парагвае. 23 сентября Ланарди вступил в должность президента и произнес примирительную речь, заявив, что не будет ни победителей, ни побежденных. Генерал Ланарди пообещал, что временная администрация будет распущена, как только страна пройдет реорганизацию. Его примирительный тон вызвал сопротивление, и в ноябре в ходе внутреннего переворота Ланарди был свергнут. На пост президента был назначен генерал Арамбуру, породив дикий антиперонизм. После революции Перон и его последователи обвинили в государственной измене. Публичные упоминания о Пероне были запрещены. Многие спортсмены были несправедливо наказаны, будучи обвиненными в том, что они добились своего спортивного успеха только потому, что были последователями Перона. Перонистская партия подвергалась запрету, который продлился до возвращения Перона в 1973 году. Перон повлиял на результаты выборов в 1958 году и в 1963 году, находясь при этом в Мадриде.